Всем привет! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете новинки на канале. Своим постоянным зрителям, подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов. Спасибо вам огромное за ваши отзывы, за ваши комментарии, пожелания. Очень приятно. Я сегодня к вам с новым узорчиком. Схемку я прилагаю, да, вот какая она есть. Схемка ходит в интернете в свободном доступе, поэтому вяжите с удовольствием. И ниточки. Ниточки уже мы такими ниточками вязали, да, Alize Angora Gold Batik, но именно такой расцветочки у нас еще не было. Итак, кто не вязал такими ниточками, да, новички, смотрите. Здесь получается в 100 граммах находится 550 метров, в составе 80% акрила, 20% шерсти. И крючок нам советуют брать от двоечки до четверочки, но я вяжу эту нитку, да, эту пряжу троечкой, мне нравится. Вы, естественно, подбираете эмпирически для себя. Более воздушное вязание, естественно, крючок потолще. Более плотное вязание, крючок потоньше. И сразу же назову цвет. Смотрите, 66-20. Такой нежно-нежно мятный, нежно-розовый, даже беленький есть. Посмотрим на узорчик сегодняшний, что мы сегодня, какие цвета с вами увидим. Естественно, производитель нам говорит, да, на картинке показывает, идеальная будет данная пряжа, где? В палантинах, в шалях, в накидках, но можно использовать, конечно, где захотите. Ну что, приступим? Давайте. Кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы, ну, плюс-минус 30 петелек, да. Сегодня у нас получается с вами ниточка потоньше, да, крючок потоньше, поэтому наберем петелек побольше. Смотрите, сразу же про ниточку скажу. Видите, вот такие вот волоски, да? То есть она может цепляться, и в процессе вязания, когда вы захотите распустить, можно будет это сделать, но очень сложно. Поэтому сразу же изначально настраивайтесь, что вы вяжете не сильно быстро, да, аккуратно. Если вдруг придется распускать, распустите, но чуть подольше. Итак, раппорт узорчика 10 петелек, и чтобы он красиво у нас закончился, нам необходимо будет набрать еще дополнительные петельки. Итого давайте наберем с вами 48 петелек, то есть 4 раппорта и по краешкам добавим петельки. Итак, 48. Все как всегда. Вначале фиксируем петельку, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь 48 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Во, такой у нас будет классный образец. А теперь по узорчику вы видите, да, что необходимо много будет пропускать воздушных петелек. Опытные мастера приступают сразу же непосредственно к вязанию, а новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд. Он у нас будет состоять из столбиков с накидом. Для этого мы с вами делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. Ныряем в пятую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. И так далее. В каждую петельку цепочки мы ныряем и провязываем столбики с накидом. Если вы набирали, как я, 48 петелек, у вас должно получиться 48 столбиков с накидом. Если больше, больше. Если меньше, меньше. Самое главное, чтобы количество петелек и столбиков совпадало. Все как бы одна единственная как бы особенность. Смотрите, 3 петельки подъема, которые мы делали, да, это тоже столбик с накидом, имитация. То есть, смотрите, сейчас я провязала, считаю. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой столбик. Все, вяжу до конца ряда вместе с вами, да. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, вот наш вспомогательный ряд готов. Теперь нам будет намного проще мне показывать вам узорчик, вам, естественно, провязывать как новичкам, так и опытным мастерицам. Итак, 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Есть. Поворот. Теперь мы делаем 4 воздушные петельки узорчика. Раз, два, три, 4. Итого получается мы сделали 8 воздушных петелек. Теперь смотрите, пропускаем с вами 3 столбика. То есть вот этот вот самый первый мы не считаем. Раз, два, три. К четвертому присоединяемся столбиком без накида. Вот 2 петельки провязываем вместе. Раз, провязали. Далее 3 петельки подъема. Раз,
2, 3. Вот наш поворот. И теперь будем возвращаться вот по нашим вот этим вот петелькам воздушным, которые только что сделали. И провяжем 4 столбика с накидом. Смотрите, накид. Ныряем непосредственно в петельку. Обязательно в петельку. Не в арочку, а обязательно в петельку. Так будет намного красиво. Итак, первый столбик пошел с накидом. Во вторую петельку. Второй столбик пошел с накидом. В третью петельку. Третий столбик с накидом. В четвертую петельку. Четвертый столбик с накидом. И вместе вот с этими 3 петельками подъема у нас получается, что здесь у нас 5 столбиков с накидом. Нам этого и надо. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 и опять поворот. Поворот. И теперь возвращаемся обратно. То есть провязываем те же самые 4 столбика с накидом. 1, 2, 3. И за третью петельку подъема будет 4. Понятно? Итак, 1 столбик с накидом. Пока просто повторяйте. Смотрите на схемку. 2, 3. И вот 3 петельки подъема. Беремся за третью петельку аккуратненько. И провязываем 4 столбик с накидом. То есть, если вот так вот посмотреть на наш узорчик, мы с вами провязали вот такой вот ромбик. Видно, да? Красота. Что делаем дальше? Дальше нам с вами необходимо будет пропустить 4 столбика, вот которые у нас, получается, стоят внизу. 1, 2, 3, 4. И к 5 столбику, смотрите, мы делаем, получается, столбик с 2 накидами. К 5 столбику присоединяемся. Провязываем 1, 2, 3. Далее мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. А теперь смотрите внимательно. Делаем накид. И вот, если посмотреть, куда у нас присоединялся наш столбик, да, то мы сейчас, ваша задача сделать, смотрите как. Мы присоединяемся не вот к этому первому, да, петельке, а вот ко второй петельке. Вот так вот. Сейчас покажу, видите, вот так вот. Берем ниточку и провязываем наш столбик с накидом. Это у нас будет только вот именно в первоначальном ряду, для того, чтобы мы с вами просто выровняли. Вот должна получиться вот такая вот как бы арочка, да, вот такая вот рогаточка на ножке. Поняли? Столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки, столбик с 1 накидом, вот так скажем, во второе плетение данного столбика. Все. А теперь опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем в нашем вспомогательном ряду 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 столбик провязываем столбик без накида. То есть мы сейчас будем провязывать с вами вот такой же ромбик. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И возвращаемся, получается, вот к нашей вот этой рогаточке. Вот по этим вот нашим воздушным петелькам. Провязываем 4 столбика с накидом. Итак, в первую петельку взялись. Провязываем столбик с накидом. 1. Во вторую петельку столбик с накидом. 2. В третью петельку столбик с накидом. 3. И в четвертую петельку столбик с накидом. 4. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять поворот. И возвращаемся, получается, по нашим вот этим вот столбикам обратно. Итак, первым, получается, провязали. Дальше у нас идет второй. Третий. Четвертый. И в третью петельку подъема аккуратненько вводим крючок и провязываем 5 столбик. Вот. То есть получается у нас с вами сформировался еще один вот такой же ромбик. Все. Дальше у нас опять начинается вот такая же рогаточка на ножке. Итак, 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1 накид делаем. И вот наш, получается, столбик начала. И вот там, где у него начинается вторая, так скажем, второе, как правильно назвать, вторые 2 петельки, да, вот такие вот, хоп, ныряем, видите, вот мы взялись, захватываем, как бы второй такой поворотик и провязываем столбик с 1 накидом. Вот наша рогаточка на ножке. Все, и так далее. Опять 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4. Пропускаете 4 столбика в первоначальном ряду, 1, 2, 3, 4, в 5 ныряете, столбик без накида.
И опять продолжаете вязать ромбики. Понятно? Все, то есть сейчас у вас будет 3 петельки подъема и 4 столбика. Опять 3 петельки подъема, возвращаетесь 4 столбика. И опять получается, делаете рогатку на ножки и так далее, и так далее. И до конца ряда. Понятно? Все, давайте аккуратненько до конца ряда. Если что, перематываете сюда-сюда. Здесь в конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Итак, смотрите, вот наша первоначальная красота. Как мы заканчиваем ряд? После последнего ромбика, да, вот как бы последнего столбика, мы должны будем присоединиться к 3 петелькам подъема столбиком с 2 накидами. Понимаете, да, чтобы выровнять наш ряд. Итак, к 3 петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик с 2 накидами. Есть, ряд закончен. Далее делаем 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. А теперь нам необходимо по узорчику, ну как бы, да, чтобы выровнять наш узорчик, сделать 2 воздушные петельки. 1, 2. Далее смотрите. Теперь нам необходимо будет вот нашу вот эту вот арочку, да, в 3 петельку подъема присоединяемся столбиком с накидом. Есть. Вот как бы за верхушку нашего ромбика, да. Столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И возвращаемся сюда же. Провязываем столбик с накидом. Вот, как бы такая вот получилась рогаточка. Это та же самая рогаточка, которую мы с вами провязывали вот здесь, да, только мы ее делали на ножки, а здесь уже будет без ножки. Идем дальше. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся, получается, вот к нашей вот этой вот рогатке. Вы можете нырнуть, да, в рогаточку провязать столбик без накида. А можете, вот, у нас же здесь было, получается, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петельку, непосредственно в петельку. Понятно? Не в арочку, а в петельку нырнуть и провязать столбик без накида. Это, конечно, будет намного красивее, нежели будете вы нырять. Но тут смотрите, как вам удобнее, как вам комфортнее и так далее. Далее опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Будем делать ромбик. То есть мы возвращаемся обратно к нашей, получается, рогаточке. Делаем 4 столбика с накидом. Итак, 1, 2, 3 и 4. Потом приноровитесь, у вас будет очень быстро получаться именно в петельке вязать. Далее опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И опять провязываем наши столбики и возвращаемся. 1, 2, 3. И в 3 петельку подъема 4. То есть вот, если посмотреть, смотрите, видите? Вот, сформировался, получается, ромбик. Поняли, да? Ромбик, ромбик в шахматном порядке. Далее после ромбика у нас идет что? Рогаточка. Итак, делаем столбик опять с накидом. В 3 петельку, получается, верхушку ромбика присоединяемся. И провязываем столбик с накидом. Есть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же опять присоединяемся. И провязываем столбик с накидом. Есть. После рогатки у нас идет опять ромбик. Провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Присоединяемся, да, либо в арочку, кому как удобнее. Я буду непосредственно во 2 петельку. Оп, нырнула. И провязываем столбик без накида. Опять 3 петельки подъема. И тот же самый, получается, ромбик провязываем. То есть здесь вообще никаких сложностей. То есть, получается, по идее у вас так и будет, ну, со смещением, конечно, с небольшим. Ромбик, рогатка, ромбик, рогатка, ромбик, рогатка. Все, никаких сложностей. Итак, 3 и последний, получается, 4. Все, опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Возвращаемся обратно. 1, 2, 3. И 3 петельку подъема 4. Все. Опять ромбик. Поняли? Вот наш ромбик, рогатка, ромбик. Здесь будет рогатка. Здесь будет опять ромбик, рогатка, ромбик, рогатка. Здесь я вас встречаю. Договорились? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите. Вот такая красота. Второй ряд. Видите, какой высокий получается узорчик.
Здесь нам необходимо, получается, закончить наш ряд, но при этом выровнять, да? Поэтому мы делаем, как в самом начале, 2 воздушные петельки. А теперь мы с вами делаем 2 накида и возвращаемся вот в 4-ю петельку подъема. Здесь у нас было 4 петельки подъема. И провязываем столбик с 2 накидами. И получается, вот, все, наш ряд закончен. Далее делаем точно так же, как в первом ряду. 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. А теперь мы же будем делать ромбик. Понятно? То есть они будут находиться у нас в шахматном порядке. Получается, опять делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И вот опять присоединяемся, получается, к нашей рогаточке. И вы можете в арочку, я непосредственно во 2-ю петельку ныряю и провязываю столбик без накида. Все. А дальше я вяжу опять ромбик. 1, 2, 3. Поворот. И возвращаюсь на 4 петельки, провязываю 4 столбика с накидом. То есть формирую очередной ромбик. Так, аккуратненько. 1. Смотрим. 2. 3. 4. Пока вяжу, расскажу. Новички, если будете учиться, не берите темную пряжу. 1, 2, 3. На темной тяжелее учиться. Петелек не видно. Темно-синяя, темно-коричневая, черная. Берите светленькую. Угу. Так, возвращаюсь обратно. Доделываю свой ромбик. 2. Далее у меня идет столбик 3. И 3 петельки подъема. Ныряю аккуратненько. 4. Все, видите? Вот ромбик очередной готов. Вот так оно выглядит. Вот. Теперь я буду делать рогаточку. То есть понятно, да? Ромбик, рогатка, ромбик, рогатка. Вообще ничего сложного. Все. Присоединяюсь к 3-й петельке подъема, к верхушке ромбика. И делаю рогаточку. 1, 2, 3. И возвращаюсь сюда же. Опять делаю столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. И присоединяюсь к рогаточке. Буду здесь провязывать опять ромбик. Поняли, да? Принцип узорчика понятен? То есть вы теперь, смотрите, получается, мы провязываем точно так же здесь. Вот наш 3-й ряд, как 1-й. Когда дойдете до конца, вы приступаете непосредственно, получается, провязывать точно так же, как провязывали 2-й ряд. Понятно? Будете возвращаться. Потом опять у вас будет 1-й ряд, 2-й ряд, 1-й ряд, 2-й ряд. Несложно. А получается, ряд-то сам по себе одинаковый, видите? То есть вообще ничего не меняется. Там ромбики, там рогатки, там рогатки. Все. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая получается красота. В шахматном порядке у нас ромбики, в шахматном порядке вот эти вот рогаточки. Гляньте, воздушный, нежный, вяжется быстро, растет узорчик тоже быстро. За счет воздушных петель, гляньте, он и тянется, естественно. Ну, просто прям красота. Хотела немножечко вам как бы уделить внимание по тому, как закончить ряд непосредственно. Итак, провязываем точно так же по 4 воздушные петельки между каждыми столбиками. Не забываем, что присоединяемся к рогатке столбиком с накидом, а непосредственно к ромбику столбиком без накида. То есть все так же, как мы делали здесь. Помните, да? Вот. И потом получается, согласно количеству петелек, то есть 4 воздушные петельки на 4 столбика. Столбик, столбик. 4 воздушные петельки, 4 столбика провязываем. Столбик, столбик. И так далее. Единственное, что провязывайте, очень будет красиво, если будете провязывать вы непосредственно также в саму петельку. Понятно? Это будет очень-очень красиво. И вот хочу как бы просто для сравнения показать. Да, вот я вот провязывала в каждую петельку. Если вы, например, захотите провязать просто в арочку. Вот у нас здесь 4 воздушные петельки. У нас здесь должно быть 4 столбика. И мы просто ныряем в арочку. Ну вот для быстроты, да. Также будет намного быстрее. Вот. Провязали. Опять наш столбик. В столбик провязали. И последние 4, получается, воздушные петельки опять провязываем непосредственно в арочку. Ну, сейчас просто покажу вам для сравнения. 3 и заканчиваем, получается, 1, 2, 3, 4, в 4-ю петельку ныряем и провязываем наш последний столбик с накидом. Ну вот посмотрите, отличается же, да, смотрите, как здесь просто собраны они до кучки, и как здесь они аккуратненько расставлены. Вот. Но это уж на ваше усмотрение. Смотрите, как вам будет удобнее, позволяет ли зрение, да, позволяет ли ниточка. То есть можете нырять, а можете непосредственно делать в петельке. Вот такая красота. Давайте замерим.
Так, мы набирали этой пряжей, получается, 48 воздушных петелек. Если это же пряжа, это же крючок, это же плотность вязания. Ну, как вариант, да. Я обдала немножечко паром, чтобы узорчик хорошо, красиво лег. Вот 24 сантиметра. А тут получается, смотрите, каждый ромбик, да, получается, это ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов наборный, да. И последний ряд 7, 8. Так, вот они наши 8 рядочков и аж 15 сантиметров. Представляете? То есть, если вы надумаете вязать палантинчик, кофточку, возможно, да, кардиганчик, он у вас свяжется быстро, моментально. И ниточек, получается, видите, расход будет какой маленький. Чуть-чуть мне не хватило, да, и от розовенького я пошла бы вот такому вот интересному, такому мятному цвету. А потом где-то беленький уже появился. Вот, ниточка идеальная, образец шикарный. Еще хотела вам показать, на канале есть узорчик, чуть-чуть похож, ниточки немножко другие, Ализенгора Голд Симли. Помните? Вот такие вот были ромбики у нас. Сейчас сдвину, чтобы не мешало. Вот. Помните? Вот такие были ромбики. Они были друг над дружкой. И тут были еще веерочки. Так что здесь в правом верхнем углу я вам сделаю ссылочку на данный узорчик. Гляньте, посмотрите. Приглядится этот, этим узорчиком вяжите. Приглядится этот узорчик. Эти ниточки вяжите этим узорчиком, этими ниточками. Но я надеюсь, видео вам понравилось. Да? Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Буду ждать. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много нового интересного. И внизу справа под видео находится стрелочка «Поделиться с друзьями». Делитесь в соцсетях. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.